У этого существа был клюв черепахи, тело бегемота и легкие, чтобы дышать в аду. 250 миллионов лет назад мир принадлежал им. После пермского вымирания длительность жизни этих существ сократилась в несколько раз, но они сумели выжить как вид и заселить всю сушу. Перед вами единственный выживший в глобальном казино смерти. Листрозавру удалось в одиночку заселить опустевшую планету. Как это странное животное сумело обернуть величайшую катастрофу в истории в свой персональный триумф. И где были наши предки в это время? Если бы мы оказались в раннем триасе, мы бы потеряли сознание через пару минут от гипоксии. Но для листрозавра этот ядовитый коктейль вместо воздуха – норма жизни. Добро пожаловать в ранний триас. Это молодой листрозавр. 250 миллионов лет назад эти существа правили землей. Но их мир был суров. Выживать можно было только группами. Но наш листрозавр заблудился. Он отбился от стада и сейчас ищет своих. Животное оказалось посреди раскаленной пустоши Пангеи. Пыльная буря отрезала его от колонии, оставив один на один с разреженным воздухом раннего триаса. Жара и токсичный воздух. Здесь любое животное прошлого и будущего просто задохнулось бы. Но листрозавр – опытный выживальщик. Он хрипло качает кислород мощной грудной клеткой. Секрет листрозавра в объемах грудной клетки. Она неестественно широкая, бочкообразная, но мало просто вдохнуть разреженный воздух. Нужно заставить его работать. У него была мощная диафрагмальная мускулатура, превращавшая все тело в эффективный насос. Каждое движение этого животного работало на вентиляцию легких. Все это помогало не только дышать. Он сохранял энергию, чтобы рыть землю и переваривать тонны грубого корма. Наш заблудившийся листрозавр дезориентирован. Вокруг только марево и редкие палки плевромей. Единственный ориентир – едва уловимый запах сырости от далеких русел, заросших хвощом. Он точно знает, там, у реки, должны быть подобные ему существа. Мы не знаем точно, насколько были развиты когнитивные способности листрозавра. Мог ли он осмысленно искать берег реки или шел туда инстинктивно? Но вот оно, поселение сородичей. Это не его стадо. Но нашему герою нужно спрятаться от дневного зноя. Температура воздуха в полдень могла достигать 50 градусов Цельсия. Единственный шанс не закипеть заживо – уйти на глубину. Эти норы уходили вглубь земли до 2 метров. Внизу температура стабильная – около плюс 20. Любое сообщество современных животных не пустило бы чужака в свой дом. В лучшем случае незваный гость был бы изгнан прочь, но триас – это время солидарности. В мире, где 9 из 10 живых существ – это представители твоего вида, понятие «чужой» размывается. Скорее всего, они жили по принципу коммунальной квартиры. В тесноте норы новичок воспринимался просто как еще один источник тепла. Судя по находкам палеонтологов, листрозавры были крайне миролюбивыми и социальными существами. У них нет выраженного защитного вооружения, кроме клыков для копания. И в их костях не находят следов межвидовых драк, как у более поздних динозавров.
Ученые находили скопления скелетов листрозавров, которые буквально переплетены друг с другом. Это помогало им поддерживать стабильную температуру тела и меньше испарять влагу через кожу. Сейчас стадо находится в состоянии энергосбережения. Им вообще все равно, кто пришел. Они слишком медлительны в этот момент, чтобы проявлять агрессию. Наш герой просто втискивается в живую массу тел. Его принимают молчаливо, просто как еще одну батарейку. Он нашел свой дом, пусть и в другом месте. В мире раннего триаса одиночество – это гарантированная смерть. Листрозавры – одни из первых изобретателей стратегии тотального энергосбережения. Ученые долго не могли понять, как эти существа умудрялись выживать в эпохе, когда еда и вода исчезали на месяцы. Ответ нашелся в их бивнях. Если сделать тончайший срез клыка листрозавра, поднести его к микроскопу, мы увидим темные линии, кольца стресса. Они идентичны тем, что мы находим у современных медведей, впадающих в зимнюю спячку. Листрозавры были одними из первых изобретателей торпора, состояния глубокого анабиоза. Торпор листрозавров – это эволюционный предохранитель, позволявший им буквально ставить жизнь на паузу. Когда засуха превращала реки в пыль, а жара становилась смертельной, эти существа впадали в состояние глубокого физиологического оцепенения. Внутри прохладных нор их метаболизм замедлялся до минимума. Пульс едва простукивался, а потребность в кислороде, которого в атмосфере триаса и так было мало, падала практически до нуля. Но сейчас они не просто спят. Это доисторическая сиеста. Наступают сумерки, и стадо просыпается. Нужно подкрепиться и попить воды. Листрозавры неспешно выходят из норы. Температура снаружи спала, самое время попастись. Но ночь – это время опасностей. Пока листрозавры мирно пасутся, за ними наблюдают те, кто не привык полагаться на массу. Это триноксодоны. В мире, где правят чешуйчатые гиганты, они – прототипы будущего. Они меньше, слабее, но намного сложнее. Стадо наслаждается вечерней прохладой. Тем временем триноксодоны начинают свою шахматную партию. Им не нужно все стадо. Им нужен один отбившийся детеныш. Триноксодон – это черновик млекопитающего. Его изобретение – зубы нового времени. У триноксодона уже есть четкое разделение на клыки для захвата и коренные зубы для жевания. Листрозавр просто рубит растительность своим роговым клювом, а триноксодон уже может эффективно разделывать плоть. Но главное скрыто на поверхности кожи. Ученые предполагают, что триноксодоны были одними из первых, кто обзавелся зачатками шерсти и вибрисами. Это давало им колоссальное преимущество. Они могли охотиться в сумерках и ночью, когда зрение подводит рептилий. Это начало великого противостояния. Грубая сила против совершенных сенсоров. На первый взгляд это кажется мирной пасторалью. Но здесь разворачивается одна из самых эффективных охот триаса. Триноксодоны – это не просто мелкие хищники, это тактики. Пока листрозавры заняты кормежкой, триноксодоны используют свое главное оружие – вибрисы. Эти чувствительные усы улавливают малейшие колебания воздуха и движения травы. В сумерках, когда зрение листрозавров пасует, цинодонты видят мир через вибрации. Это одно из первых существ на планете, обладавшее осязанием такого уровня. Эти отверстия на морде говорят о том, что через них проходили мощные нервные окончания к усам. В ночной темноте гор мозг этого хищника создавал трехмерную карту запахов, позволяя ему видеть мир носом так же четко, как мы видим его глазами. Это была психологическая ловушка. Триноксодоны заставили жертву саму выйти из круга защиты.
Теперь, когда детеныш отрезан от стада кустарником, триноксодоны смыкают кольцо. Триас не знает милосердия. Как только алое солнце Пангеи скрывается за горизонтом, на смену испепеляющему зною приходит ледяной страх. Ночь не приносит спасения, она просто меняет правила игры. Листрозавры привыкли бороться со стихией, но они не готовы к встрече с совершенной машиной для убийства. Триас часто называют временем Возрождения, но для тех, кто в нем жил, это был затяжной кошмар. Там ночь – это время тех, кто научился видеть тепло и слышать пульс. Обратите внимание на этот момент. Как только защитник исчезает, экосистема мгновенно реагирует на слабость. В этом мире нет сочувствия, есть только перераспределение энергии. Один из самых поразительных фактов об архозавроморфах – это их способность к остеодермальному дыханию. У многих ранних видов вдоль позвоночника располагались ряды костных пластин – остеодермы. Долгое время считалось, что это просто броня, но детальный микроанализ показал, что эти кости были пронизаны густой сетью кровеносных сосудов. В условиях триасового кислородного голодания и запредельного уровня углекислого газа эти пластины работали как химический буфер. Они поглощали излишки из крови и нейтрализовали закисление организма. По сути, архозавроморфы носили на спине внешнюю почку или химический фильтр, который помогал им совершать яростные, долгие рывки за добычей. Горные цепи центральной Пангеи – это бескрайние шпили мертвого гранита, пронзающие рыжее небо. Здесь нет ледников, только раскаленный камень, который за ночь остывает до минусовых температур. На этой высоте воздух настолько разрежен, что каждый вдох превращается в борьбу. Здесь не выживет даже мастер по выживанию листрозавр. Его мощные, но тяжелые легкие не справятся с нехваткой давления. Несмотря на то, что горы в Триасе не превышали 4-5 тысяч метров, давление на вершинах Пангеи было эквивалентно современным 7000 метров. Это была зона тотальной гипоксии. Суточный перепад температур достигал 60 градусов. Гранит буквально стрелял, лопаясь от термического шока. Горные цинодонты обладали увеличенным неокортексом, прототипом новой коры мозга. Сложный ландшафт и суровые условия требовали мгновенных решений и отличной координации. В горах Триаса жизнь училась думать, чтобы не погибнуть. Высокогорье раннего Триаса было самым суровым местом на планете. Логично, что именно здесь жизнь сделала ставку на интеллект и метаболизм. Галлизавр – настоящий атлет выживания. Именно здесь, в расщелинах скал, бьется горячее сердце будущего. Здесь произошло то, что позволит нам спустя сотни миллионов лет создать цивилизацию. Теперь разум стал инструментом выживания. Неокортекс позволил предкам млекопитающих координировать свои действия, лучше заботиться о потомстве и быстрее адаптироваться к изменениям климата. Листрозавры были идеально настроены на текущий момент, но галлизавры, благодаря своему новому мозгу, были настроены на будущее. Казалось бы, мир Триаса – это затерянная в пыли времен страница, не имеющая к нам отношения. Но если задуматься, Триас не был финалом, он был великой передачей эстафеты. Листрозавры, аммониты, цинодонты выполняли свою роль. Они удержали высокоорганизованную жизнь на краю бездны, став тем самым живым мостом, по которому природа перешла в новую эру. Эти существа не исчезли бесследно. Они растворились в глобальном биоразнообразии, которое окружает нас сегодня. Но есть и более глубокая, личная связь. Пока листрозавры правили долинами, в тени их триумфа выживали те самые цинодонты, чья кровь оказалась по-настоящему теплой. Если вникнуть в саму суть нашего существования, становится ясно. Мы не просто наблюдатели. В каждом ударе нашего сердца и в каждой вспышке мысли живет наследие тех маленьких обитателей неприветливых долин, морей, высокогорий. Эта эстафета продолжается прямо сейчас, в нас самих.